Так, и вот тут еще один момент, который я хотел затронуть, но не было возможности, ну, наверное, не было возможности его продемонстрировать, да. Это как раз-таки вопрос про именно физическое, да, или как это можно правильно объяснить, эм, про тот момент, когда сам аналог, сам механизм сам по себе работает не очень, да. Как это демонстрируется? То, что он банально плохо центрируется, да. Можно увидеть, допустим, вот тут вот очень хорошо у меня Steam Deck. И, допустим, попробуем откалибровать его мертвую зону. И тут очень хорошо видно, как это происходит. Выбираем откалибровать и смотрим, да. У меня получается маленькая мертвая зона. Сейчас попробую как-то нацелиться, чтобы было видно хорошо. И смотрите, получается видно, что и мое движение пальца, да, оно небольшое, и точно так же это отлично демонстрируется, видно, индицируется, да. И это говорит о том, что сам по себе потенциометры целые, они рабочие, абсолютно идеально, отображают положение в центральной позиции, что видно. Но если вы посмотрите, если сейчас получится это увидеть, то он далеко не всегда центрируется идеально в центр. Вот тут вот скорее видно, как он чуточку уходит вправо, потому что сам аналог в центр не становится. Вот тут, собственно, почему и важно наличие мертвой зоны и почему точно так же хочу обратить внимание на то, что э, аналоги с использованием датчиков Холла точно так же не смогут вот это вот там выдуманного идеала про отсутствие дрифта достигнуть ровно за счет вот этого, потому что дрифт, он будет всегда. Это у меня, кстати, по сути, новое устройство, я им пользуюсь, ну, наверное, месяца полтора всего лишь, да, и как бы я вот такое наблюдаю. Давайте направо посмотрим. Тут ситуация, наверное, еще хуже, да. Вот тут он еще больше вправо уходит, из-за чего тут я типа мертвую зону чуть побольше поставил. Но как бы сам вот этот момент налицо, что э, видно, да, что отлично, то есть считывается, все идеально работает, но не центрируется. Какой итог можно сделать, да? Снова-таки, почему скорее не стоит гоняться эм, за аналогами на датчиках Холла? Потому что они точно так же будут хреново отзываться, точно так же будет хреново работать. Но при этом у них еще, ну, в зависимости от их конструкций, а вариантов конструкции может быть огромное множество с использованием разных компонентов, начиная от того, какие магнитики используются, какие сами датчики Холла, как это все вообще выстроено в плане схемотехники, и мы получаем абсолютно непрогнозируемый результат. Абсолютно разный результат во многих разных случаях. Потому мне даже трудно вообразить, ну, если эта тема будет развиваться, какой именно из вариантов реализации аналогов на датчиках Холла, в принципе, может стать более как-то, ну, максимально широко распространенным по итогу. Потому что сейчас это, ну, очень забавно наблюдать, как и те, и другие с теми или иными недостатками выкатывают свои
продукты. И называя это то, чем они называют, якобы это не будет дрифта, не будет износа. Будет все. Будет и дрифт, будет и износ. Ровно до тех пор, пока аналог ровно в такой конструкции существует. Будет какая-то другая конструкция, более совершенная. Не потенциометр, а именно сам аналог как механизм. Тогда, возможно, можно говорить о чем-то более крутом. Пока, наверное, нет.